Прежде чем вот рассказать об этом сплите, наверное, стоит упомянуть, что я об этом умолчал перед этим, что Храбак, вот, кстати, вернулся, говоря о триумфальных возвращениях. Весной 2012-го мне пришла идея сделать one-off концерт, один эксклюзивный сет Храбака на фестивале Робустфест, вроде как для тех, кто соскучился. И я тогда столкнулся с двумя проблемами. Первая проблема была в том, что никто особо не соскучился. То есть какой-то супер реакции, которую я ожидал, не последовало, потому что за то время, пока Храбак отсутствовал, произошла такая штука, что интерес к жанру, к пост-року, довольно сильно угас. И вот весь этот пост-рок второй волны, который требует от музыкантов приличного владения инструментами, погружения в какие-нибудь хотя бы азы минимализма или там каких-нибудь современных композиторов вроде там Стива Райха или Терри Райли. И, в принципе, нужно знать матчасть, нужно уметь играть, нужно следить за тем, что ты играешь. То вместо этого пришел пост-рок третьей волны. А пост-рок третьей волны — это 20 педалей под ногами, бит из ноутбука, тихо-громко. Ну, в общем, все эти прекрасные группы, в которых каждый месяц демка ВКонтакте появляется новая. И получается, что вроде как ниша была в упадке, а тут я и такой появился весь на коне. Но получилась другая штука. Появился интерес внутри группы. На барабанах была Наташа, ну она и сейчас есть, Пирогова, на басу Ася Макарова, и на скрипке появился такой прекрасный человек, который на тот момент был моим сотрудником, работали в одном офисе, Марко Николюк. И вот этот внутренний поток энергии, который тогда между нами четверыми возник, он привел к тому, что нельзя было бросать такую штуку, нельзя было ограничиться одним выступлением, мы начали больше репетировать, чаще играть. Окей, в 2013 мы дали 4 концерта за год, это не так уже часто. Но в 2014 мы вот поехали в европейский тур в поддержку альбома, и там я столкнулся с похожей проблемой. В Европе, в принципе, от пост-рока остались одни гиганты. То есть жанр там сейчас держится на группах, которые были известны лет 10 назад. Те же Maybe She Will. Или не These Arms, а Snakes, а как их, господи. В общем, хорошо, допустим, те же Sigur Rós. Или вот God is an Astronaut. То есть такие группы, которые успели утвердиться в качестве household name, в качестве вот такой вот серьезной компании, они собирают, они слушателю интересны все еще, а новым командам довольно сложно пробиться. И учитывая, что вот этот новый альбом, который мы записали Храбаком уже живым составом, Little Victories, который вышел в сентябре 2013-го, он отличался, как мне кажется, в лучшую сторону от старого материала Храбака. И новый материал, над которым мы сейчас работаем в Храбаке, он отличается еще больше. Там появились какие-то прогроковые фишки, какие-то, может, даже скольжения вот в сторону какого-нибудь около авангарда, даже какой-нибудь, не знаю, старый King Crimson. И вот обидно, что такие тенденции, на которые ты лично не можешь повлиять, они, тем не менее, влияют на твою группу, на твою музыку и заставляют искать какие-то альтернативные пути донесения твоего творчества до слушателя. И, да, это все была преамбула, одним из таких путей является выпуск сплита с артистом, который не является тебе жанрово близок. Но так как Саша очень крутой чувак, и он крайне мне близок по духу, и сразу при первом же знакомстве возникла какая-то обоюдная симпатия, вплоть до того, что мы оба играли в КВН в университете, не в одном университете. Вот. Хотя у меня, например, дядя живет в Черновцах, поэтому и к Черновцам, к родине Саши, я испытываю большую симпатию и привязанность, и давно там не было, надо скататься, кстати. Смешная, кстати, история, что когда я последний раз был в Черновцах, в конце августа 2013-го, у нас как раз в интернет слили альбом Храбака. То есть это был первый раз, когда я столкнулся с пиратством. То есть альбом должен был выйти 8 сентября,
Это было 28 или 29 августа, я себя спокойно вышел в Черновцах, мне звонит Наташа и говорит, у нас проблема. Houston, we have a problem. И это было, с одной стороны, я ощутил такую гордость извращенную, такой, ого, на рутрекере альбом, который должен выйти через 2 недели. Хотя это, конечно, интересный момент, и такие моменты очень оживляют твою музыкальную жизнь, в принципе. Вот, и как-то мы с Сашей на эту тему стали списываться, мол, чувак, а давай вот как-нибудь закорешимся и сделаем что-то совместное. И учитывая, что у Stone Jesus в последнее время все расписано на 7-8 месяцев вперед, и там просто иногда, ну не знаю, нож не вставишь между этими датами, настолько все плотненько. Тут мы летим сюда, здесь мы играем с этими, а потом у нас запись, а потом еще, а потом здесь. И поэтому я говорю, хорошо, давай сделаем с Храбаком, который более по духу подходит, тем более, что Войда не активна. И как-то так получилось, что мы как раз записали новую версию старого трека Храбака 2009 года, Song for Lovers. И Саша присылает свою песню, она у него называется Love Song in GM. То есть абсолютно не договаривались об этом концепте, мы на эту тему еще посмеялись, что надо было выпускать 14 февраля. Все на стеночки себе кидали, и вообще было бы здорово. И у него песня 4.20, по-моему, или около того, и у нас 4.20. То есть хоть сейчас на пластиночку, на 7 с каждой стороны кидай. Но, конечно, 7 надо кому-то продавать. Для того, чтобы кому-то их продавать, нужно поехать в тур. Для того, чтобы поехать в тур, нужна заинтересованность промоутеров, нужно заинтересовать слушателя. И сейчас с этим, конечно, непросто. То есть Stone Jesus — это один разговор. А с другими группами и проектами, как моими, так и, я смотрю, другие ребята тоже сталкиваются с такой проблемой. Очень сейчас избалован слушатель. Очень много сейчас всего происходит. Новые альбомы и новые группы появляются каждую минуту. Уследить за ними сложно, нереально. Это напоминает просто, знаешь, толстяка, который ест, и у него вот этот желудок расширяется, и просто все, что туда не падает, оно сразу проходит, пардон, в черный ход. И, собственно, сейчас группа может быть сколько угодно талантливая и уникальная, и сыгранная, и эффектная, и при этом она может вот играть для 3 человек в зале. Причем это не зависит от того, насколько крепко они занимаются своим промоушеном. Поэтому, возвращаясь к вопросу о Храбаке и Буле, да, в какой-то мере это был сознательный шаг на обоюдное расширение наших вот аудиторий. Потому что когда мы играли презентацию сплита в Монтерее, в киевском клубе Монтерей, интересно было наблюдать, как часть публики явно пришла на Храбака, часть публики явно пришла на Буля. Но постепенно по ходу концерта они перемешались, и не было какого-то такого ощущения, что вот сейчас, допустим, выйдет Буль, и там его слушает 10 человек, выйдет Храбак, его слушают другие 15 человек. Была нормальная такая посещаемость, что-то около 150, что, в принципе, интересно для таких, знаешь, нераскрученных имен, и для групп, которые, в принципе, не часто играют. И Саша не часто играет в Киеве, все-таки его основная публика — это Западная Украина, и сейчас Польша. И я вот в этом плане за него дико рад, что он потихоньку пробивается на Запад. И вот в этом, кстати, большой пример для других артистов, что чувак не пытается навязаться, его реально зовут. Его реально зовут и реально любят. И поэтому, когда мне там в очередной раз пишет какая-то группа, которая месяц назад собралась, неделю назад записала демку, и они мне уже типа: чувак, как пробиться в Европу, расскажи. Как будто это так вот сел в бусик и поехал. И поэтому очень радует, что есть такие примеры, как Саша, который знает, как пробиваться, но при этом он это делает, ну, очень естественно. То есть его зовут. Не он навязывается, там, платит промоутерам, чтобы выступить, а его зовут, его хотят, его любят. А почему? А потому что очень много факторов совпадает. Музыка качественная, очень сам по себе харизматичный чувак, очень цепляющее наполнение этого всего. И, в принципе, доступность для промоутеров. То есть это не привозить там 10 человек в группе, ставить им 2 контрабаса и там, не знаю, вписывать их в 5-звездочном отеле. А это чувак с гитарой и губной гармошкой, все. Поэтому вот такие примеры, они действительно вдохновляют. И я знаю, одно время ребята мои в Храбаке были разочарованы и были
удивлены и были опечалены тем фактом, что вот Stone Jesus всюду катает, а у Храбака не очень получается. И поэтому сейчас они уже как бы понимают, как сложилась ситуация, что все-таки я занят Stone Jesus, и, в принципе, основные мои какие-то ресурсы жизненные уходят туда. Однако с Храбаком у нас свой путь, мы потихоньку над этим всем работаем, у нас уже готово, так, чтобы не соврать, наверное, половина или даже 2/3 нового альбома. Вот пока есть возможность, пока я никуда не укатил, как всегда, со Stone Jesus, мы потихоньку его будем записывать, то, что готово. И, возможно, в следующем году, ближе к осени, он выйдет. И есть даже уже пару заинтересованных лейблов. Но заинтересованность лейбла еще, конечно, не гарантирует выход альбома на этом лейбле, потому что лейбл всегда ставит определенные условия. Ты должен катать концерты, чтобы продавать их релизы. Ты должен быть доступным для другого вида промо, для интервью, для прочих интересных вещей. А опять-таки это может встать в конфликте графиков со Stone Jesus. Поэтому, в общем, все серьезно.